Сара Гаррет провела долгие 3 года в инвалидной коляске после тяжелой аварии, которая изменила всю ее жизнь. Раньше активная и независимая, теперь она была заточена в своем теле, проводя дни в бесконечных деловых встречах и пустых, безжизненных вечерах в парке, единственном месте, где она могла почувствовать себя немного свободной и побыть наедине с собой. Однажды в сумерках к ней подошел маленький мальчик примерно 7 лет. Он смотрел прямо ей в глаза и обещал помочь снова ходить. Сначала Сара лишь улыбнулась, ведь лучшие врачи мира уже признали ее состояние безнадежным, и ребенок с такими словами казался нереальным. Но мальчик представился как Ноа, и казалось, он знал о ней нечто очень личное и скрытое. Он напомнил ей о давно забытом эпизоде. Несколько лет назад она уволила пожилую помощницу, миссис Маргарет, которая служила в ее доме больше 10 лет. Это случилось после того, как исчезло старинное семейное украшение, и Сара обвинила миссис Маргарет в краже, не желая выяснять подробностей. Позже украшения нашли, но вернуть доверие и женщину она не решилась. Ноа рассказал, что миссис Маргарет всегда прощала ее, но сама Сара не могла простить себя. Это признание глубоко тронуло ее. Каждый день в одно и то же время она приходила в парк и рассказывала мальчику истории о жизни и доброте миссис Маргарет, вспоминая все хорошее, что было между ними. С каждым днем Сара чувствовала, как в ней возвращается жизнь. Улыбка все чаще появлялась на ее лице, а по утрам вставать становилось легче. Однажды, размышляя о тех трудных моментах и заботе, которую миссис Маргарет проявляла к ней, она почувствовала легкое движение в ногах, то, чего не было много лет. Позже Сара узнала, что миссис Маргарет тяжело больна и ей требуется дорогостоящая операция на сердце. Не раздумывая, через доверенное лицо Сара оплатила лечение, оставаясь анонимной. Мальчик сказал ей, что миссис Маргарет плакала от счастья, узнав о помощи, и почувствовала себя вновь любимой и нужной. После успешной операции Сара наконец решилась на встречу с миссис Маргарет в больнице. Их встреча была наполнена слезами и объятиями, которые исцеляли не только тела, но и души. Миссис Маргарет сказала, что простила ее давно, и теперь настало время самой Саре простить себя. Впервые за много лет Сара ощутила свободу. Она смогла встать с инвалидной коляски и сделать первые шаги. Вдохновленная этим чудом, она основала центр реабилитации, который помогал людям не только восстанавливать тело после травм, но и исцелять душу через любовь, поддержку и прощение.